Всем привет, друзья! И мы сегодня приехали на бумажную фабрику. Прямо сейчас вы станете очевидцами того, как создается бумага. Так, эта бумага называется самаркандская шелковая бумага. Эта бумага называется самаркандская шелковая бумага. Ее так называют, потому что она делается из коры шелковицы, говорит мастер. Именно поэтому ее называют шелковой бумагой. Итак, начнем. Мы обычно вырезаем ветви тутовника размером в полметра. Варим 5 часов и оставляем все это в воде, чтобы снять кожуру, говорит мастер. Вот этот верхний коричневый слой чистят внутри здания. Мы пройдем туда чуть позже. Из него будет изготовлена декоративная бумага. А вот эта часть станет первым сортом бумаги. Сейчас мастер нам показывает прочность сырого материала и идет в сторону некой огромной плиты с огромным чаном, объясняя, что теперь, после очистки веток, необходимо начать их варить вот тут в течение 6-7 часов. После 7 часов отварные ветки теперь легко рвутся, говорит мастер. Теперь необходимо всю кожуру хорошо промыть и отправить на измельчение. Видите, там мельница работает. Мельница работает полностью автономно, на природной энергии. Никакого электричества. За счет взаимодействия потока воды с мельницей приходит в движение брусок. В данном случае брусков на одном вале аж 4 штуки, и все они от вращения мельницы то поднимаются, то опускаются. При движении вниз они выполняют функцию молота, падая с ускорением. Каждый брусок бьет по своей нише, в которой лежит некоторое количество отварной кожуры веток тутовника. Этот процесс контролируется мастером, который должен стоять рядом. Также мастер должен регулировать равномерность измельчения бруском, направляя его в соответствующем направлении. Например, в 8 веке таких мельниц еще не придумали, и мастерам приходилось измельчать все вручную, заметил мастер. Далее мастер нам предложил пройти внутрь помещения, где измельчается кожура. Итак, в этой комнате мы видим, как устроена эта система по измельчению. По эту сторону мы видим конструкцию из 3 брусков, где самый большой соединен с основным валом мельницы, которая в свою очередь приводит в движение этот брус. На конце бруска вбит другой брус меньшего размера. Именно он и измельчает кожуру, ударяя раз за разом с огромной силой по ней. Третий же брус выполняет функцию остановки движения механизма. Брусок подставляется к средней части большого бруса на определенной высоте, фиксируя его. Таким образом, процесс измельчения ведется от 8 до 10 часов. Посмотрите, как выглядит кожура через 6 часов измельчения. Через 10 часов необходимо остановить измельчитель, говорит мастер, и поставить его на стопор. Далее все измельченное волокно необходимо собрать и поместить в сосуде с водой. Посмотрите, как происходит процесс очистки, разделения ветки тутовника на 2 составные части, на коричневую и на светлую. В сосуде с количеством воды около 50-60 литров замачивается 3-3,5 кг измельченного материала. Из такого количества получится 45-50 листов бумаги формата А3. Далее берем сито формы, в данном случае формата бумаги А3. Черпаем из сосуда с замоченным измельченным материалом, сливаем лишнюю жидкость и кладем рядом для того, чтобы стекла вся вода. Давида интересует, делаете ли вы формат бумаги А4? Да, делаем. На стене у нас различные размеры формочек, на любой формат бумаги, говорит мастер. После того, как вся вода стекла, необходимо снять ободок формочки, а оставшееся полотно аккуратно выложить на специальную влаговпитывающую полотно прослойку и плотно прижать.
Далее убрать форму на место и положить сверху прослойку, чтобы во время прессования листы не прилипали друг к другу. В таком положении необходимо оставить листы бумаги на сутки. Итак, теперь мы переходим к следующему этапу. Как мы видим, тут стопка листов лежит под прессом. В качестве пресса тут используется природный материал. Это камень весом в 25 кг. Мастер снимает камень, берет один из листов и клеит его на специально подготовленную доску. Для лучшего скрепления с полотном и ровности ее необходимо разгладить щеткой. Вот так. В таком положении в летнее время года бумага будет сохнуть 3-4 часа, а в зимнее время года 2-3 дня. Мастер дал нам бумагу в руки, чтобы мы ощутили ее волокна и качество. «Так для чего используется вот именно такая бумага?» – спросил я. Мастер ответил, что эта бумага используется для написания Корана, в реставрации. На ней изображают достопримечательности города для туристов. После данного этапа обработки лист бумаги стал гладким с одной стороны и шершавым с другой. Теперь настало время шлифовать, и мы переходим к следующему столу, где мастер нам показывает, как полируют высохший лист бумаги. Оказывается, полируют бумагу тут морской ракушкой или бычьим рогом. И тот, и другой предмет находится под рукой у мастера. Полировка происходит в течение 10-15 минут на гранитном камне, так как показывает нам сейчас это мастер. И вот таким образом полируют бумагу с двух сторон. Мастер предлагает нам пощупать отполированный лист. О да, бумага стала гладкая и шелковистая. На такой бумаге при написании на ней чернилами другая сторона остается чистой, уточнил мастер. Далее, для сравнения, мастер рассказал нам о свойствах бумаги из риса и бамбука. И сказал, что на такой бумаге пишут только с одной стороны, так как чернила пропитывают ее насквозь. А происходит это потому, что производители не могут шлифовать вторую сторону бумажного листа. Тут мастер не вспомнил нужных слов, чтобы описать точно почему. Но насколько я понял, та бумага не выдерживает такого взаимодействия, а чернила проникают через всю толщину бумажного листа именно потому, что вторая сторона не отшлифована. Именно благодаря таким свойствам, говорит мастер, самаркандская бумага стала очень дорогой и знаменитой. Теперь мастер предлагает нам сравнить современную бумагу и бумагу самаркандскую. Сразу же бросается в глаза цвет бумаги. Современная бумага имеет белоснежный цвет, а самаркандская бумага желтый. Далее мастер сказал, что хранение современной бумаги возможно максимум до 100-150 лет, а хранение самаркандской шелковой бумаги возможно до 2000-3000 лет. Оказывается, что мыши и различные грызуны не могут грызть эту бумагу, так как шелк, который находится в составе бумаги, не переваривается и желудками, и поэтому они обходят ее стороной. Только что мы стали свидетелями и очевидцами того, как создается бумага. А теперь мастер приглашает нас в другую комнату, где представлены различные изделия из той самой бумаги, которую только что на наших глазах произвел мастер. Зайдя в это помещение, мы увидели рубашки, сделанные из бумаги, яйца, сделанные из бумаги, вот такие куколки, сделанные из самаркандской бумаги, сумки, куклы в национальных узбекских нарядах, открытки, подарочные упаковки.
упаковочная бумага с праздничным принтом, косметички. Также мы нашли тут бумагу различной цветовой гаммы. Да, кстати, это не только выставочные экспонаты, созданные местными мастерами. Это местечко является сувенирной лавкой, где любой желающий может приобрести себе и своим близким любой предмет, найденный и понравившийся в этой комнате. Пройдя дальше, мы увидели интересные календари текущего года, декоративные закладки для книг, обложки для документов, кошельки, полотна, на которых изображены красивые рисунки, и даже огромные бумажные вазы с принтом. Нашли мы также изделия для декора помещений и маски из бумаги. Друзья, если вы вдруг окажетесь в чудесном городе Самарканд, то обязательно посетите данное место. Местные мастера проведут вам полноценный мастер-класс, как провели его нам. Стоимость такого мастер-класса 15 тысяч сом с человека. Это приблизительно 107 рублей. А находится это место по адресу город Самарканд, Самаркандский район, населенный пункт Конигиль, бумажная фабрика. И это все, что я хотел вам сегодня рассказать и показать, дорогие зрители. Очень надеюсь, что данный видеоролик оказался полезен для вас и вы узнали что-то новое. Друзья, если вам понравился этот выпуск, то пожалуйста не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих выпусках.